Добрый день, дорогие вязальщицы! Сегодня я хочу вам показать, как я связала вот такие тапочки. Это моя любимая моделька, ее можно по-разному вязать, и они получатся в любом случае очень симпатичные. Вот такая вот моделька сегодня у нас будет. Простенькая, самые простые незаурядные рисуночки. 3 цвета я взяла пряжи. Это на размер 38. Я сейчас замеряю подошву, чтобы вы хотя бы примерно... Ну, не забываем, что они тянутся. Подошва 21 сантиметр. Но она тянется, поэтому они могут быть и на 37, и на 38, и даже на 39. Я взяла 3 цвета. Здесь я связала пчелиными сотами. Потом такой вот рисуночек. Мы частенько вязали таким рисуночком. Впереди я просто связала вот такую вот резиночку 4 на 4. Я взяла 3 цвета пряжи. Это пряжа у меня Регент, 50 грамм, 133 метра. Это 100% полиакрил. На этот раз я вязала в одну ниточку. У меня теплых много тапочек в 2 нитки. А эти как раз такие вот, что в них будет не жарко. Так что мы сейчас свяжем с вами их. И спицы я брала для вязания этих тапочек 2,5. Я специально взяла потоньше спицы, для того, чтобы вязка была более такая плотненькая. И начинала вязать я с сиреневой ниточки. Вы можете взять любые цвета, какие у вас есть, и вязать тапочки с любого цвета. Я набирала, я подошву не вязала, будем вязать ее вместе. Я набирала 62 петли и провязала 2 ряда лицевыми петлями. Если вам нужен размер побольше, поменьше, то вы можете набрать другое количество петель. И от этого количества отнимаем 6 и остаток делим пополам. Поэтому я сняла видео, как я считаю петли. У меня есть видео на канале, как рассчитать размер тапочек или пинеточек. И вы можете там посмотреть, и вам будет все понятно. Итак, набираем 62 петли и вяжем 2 ряда лицевыми петлями. Итак, 2 ряда я провязала. Вернулась к вот этому хвостику от набора петель. Теперь вяжем дальше. Первую петлю снимаем, следующая лицевая. Это 2 петли из 6, о которых я вам говорила. 2 петли запомнили. После 2 петель этих делаем накид. Далее вяжем 28 петель. 1, 2, 3, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Накид. Здесь 2 петли. Это 3 и 4. И в конце здесь 5 и 6. То есть перед накидом 2 петли, перед накидом и после накида 2 петли. И здесь перед накидом 2 петли. 6 петель. Из общего количества петель 62 минус эти 6 петель у нас получается 56. И делить пополам 28. Так, провязали 28 петель, накид, 2 лицевые, накид, 28 петель. 1, 2, 6, 27, 28. Накид, 1 лицевая и кромочная. Следующий ряд вяжем. Все петли лицевые, накиды вяжем за заднюю стеночку, чтобы петля перекрутилась. Видите, она перекрутилась и дырки нет. И так вяжем до конца ряда. Итак, мы провязали все 4 накида перевернутой петлей, так как я вам первую показала. Вяжем дальше. Первую петлю снимаем. Теперь провязываем 2 лицевые. Вторая вот эта перевернутая, прям видно, что она перевернута, тут как узелочек вроде бы. Мы ее провязываем. Далее накид и опять же 28 петель. Провязываем 28 петель, накид, 4 лицевые, накид,
28 петель, накид, 2 лицевые и кромочная. И следующий ряд вяжем все петли лицевые, накиды, 4 накида провязываем перевернутой петлей. Так, провязали мы лицевыми полностью ряд, не забывая про накиды. Вяжем следующий ряд. Кромочную снимаем, не провязывая. Далее вяжем 1, 2, 3 лицевые, накид, 28 лицевых, накид, 6 лицевых, накид, 28 лицевых, накид, 3 лицевые и кромочная провязывается изнаночной петлей. И потом следующий ряд мы вяжем все петли лицевые, не забывая накиды провязываем перевернутой петлей. Так, переходим к следующему ряду. Кромочную петлю снимаем. Далее вяжем 4 лицевые, накид, 28 лицевых, накид, 8 лицевых, накид, 28 лицевых, накид, 4 лицевые и кромочная. И обратно вяжем лицевыми. И потом, начиная с этого хвостика, к которому вернемся лицевыми, вяжем опять лицевыми, 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 лицевыми. То есть мы вяжем сейчас с накидами, а потом 5 рядов вяжем просто лицевыми, возвращаемся сюда вот к этому хвостику. Итак, считаем ряды. Вот что у меня получается. Если хвостик с правой стороны, то мы посчитаем, сколько у нас дорожек изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 изнаночных дорожек. Мы провязали с вами 14 рядов. И еще раз, один ряд нам нужно прибавить. Первую петлю снимаем, провязываем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, накид, 28 лицевых. 3, 4, 5, 4, 25, 26, 27, 28. Накид, 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Накид, 28 лицевых, 3, 26, 27, 28. Накид, 5 лицевых и кромочная. И обратно мы вяжем все петли лицевые. И потом начнем вязать рисунок соты. А пока вяжем все петли лицевые. Итак, все ряды провязаны. У меня на спице 8 дорожек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на леске. Теперь будем вязать вот этот рисуночек соты. Я беру зеленую ниточку, прикладываю ее к нашему ряду. Первую снимаем, не провязывая. Далее 1 изнаночная. Следующую снимаем с накидом, набрасываем петлю прямой накид. Это обратный накид, это прямой накид. Прямой накид делаем на правую спицу и снимаем петлю не провязанную. Так. Далее 1 лицевая, петлю снять не провязывая. 1 лицевая, 1 снять не провязывая. Итак, мы вяжем до конца ряда. Так, довязываем до конца ряда. Лицевая, следующую снять с накидом. В конце снимаем с накидом и кромочная. На спице у нас 82 петли, я вам не сказала. Следующий ряд.
1 изнаночная. Далее у нас идет накид. Это у нас будет лицевая сторона. Накид снимаем, не провязывая, просто перекидываем на правую спицу. Далее 2 лицевые. Накид перебрасываем, не провязывая. 2 лицевые. Накид снимаем. 2 лицевые. Накид переснимаем. В конце лицевая и кромочная. Поворачиваем на изнаночную сторону. Так, вяжем дальше. Изнаночную петлю снимаем с накидом. Далее 2 вместе провязываем 1 лицевой. Изнаночная петля, которая отдельно, мы ее снимаем с накидом, а здесь прямо они вместе лежат. Мы их так и провязываем 1 лицевой. Изнаночную снимаем, 2 вместе, 1 лицевой. В конце 2 вместе, 1 лицевой и кромочная. И теперь мы будем повторять. 2 лицевые. Накид переснимаем, не провязывая. 2 лицевые, накид переснимаем. 2 лицевые, накид переснимаем. Так вяжем до конца ряда одинаково. 2 лицевые, 1 переснять накид с левой спицы на правую. Итак, вяжем, я тут провязала где-то 2,5 сантиметра. Потом я еще добавила рисуночек. Вы смотрите сами, сколько вам подъемчик нужен. Может быть, вы хотите немножко повыше сделать или побольше сделать. Смотрите сами. Итак, я провязала 8 рядов, у меня получилось. Теперь я возьму вот эту вот розовую, она такая прям ярко-розовая, и провяжу 2 ряда лицевыми петлями. Две петли вяжем 1 петлей, отдельно изнаночную вяжем 1 лицевой. 2 петли вместе, она идет как 1 петля. И так мы провязываем в одну и в другую сторону лицевыми петлями. Провязали 2 ряда лицевыми петлями. Теперь поднимаем зеленую ниточку. Первую петлю снимаем. Следующая 1 лицевая. Затем розовую снимаем, не провязывая. Просто переснимаем на правую спицу. Ниточка у нас проходит зеленая за работой. 1 лицевая, 1 снимаем. 1 лицевая, 1 снимаем, не провязывая. И так вяжем до конца ряда. Довязываем до конца ряда. Теперь поворачиваем наизнанку этой же зеленой ниточкой. Розовую мы опять снимаем, но ниточка уже идет перед работой, перед петлей. Следующая лицевая. Розовую снимаем, не провязывая, изнаночную провязываем лицевой.
Вяжем так до конца ряда. Потом берем розовую ниточку и провязываем 2 ряда лицевыми розовой ниточкой. Итак, этот рисуночек у нас связан. Теперь дальше я вязала сиреневой ниточкой. Сюда на мысик я взяла 12 петель. 4 изнаночные, 4 лицевые и 4 изнаночные. Ниточка у нас осталась с левой стороны, потому что рисунок соты нам поменял эту сторону. Немножко оставляем для сшивания ниточку и обрезаем с левой стороны ниточку и прикрепляем ее сюда вот на начало нашего вязания. На спице у нас 82 петли. Минус 12 петель мысика, получается 70. 70 пополам 35. Итак, вяжем 35 петель. 1, 2, 3, 31, 32, 33, 34, 35. Это мы провязали боковушку. Теперь вяжем 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4 и 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. С левой стороны, когда мы будем убавлять мысик, провязывая по 2 вместе, я провязывала 2 вместе одной изнаночной. Тут у нас тоже 35 петель осталось, но теперь уже осталось 34, потому что мы убавили. Разворачиваем наизнанку, переснимаем на правую спицу, которую мы провязывали 2 вместе, и вяжем 1, 2, 3, 4. Следите, чтобы у вас с серединки мысика было всегда 12 петель. Изнаночные 4 и лицевые 4. Теперь нам нужно убавить, вот эти 35 петель нам нужно убавить, ну не все. Теперь провязываем 2 вместе по изнаночной стороне, одной лицевой. Разворачиваем на лицевую сторону. Ту петлю, которую мы 2 вместе провязали, мы ее уже провязали, поэтому переснимаем. Вяжем 4 изнаночные, 4 лицевые, 4 изнаночные. И следующие 2 вместе провязываем одной изнаночной. Разворачиваем и вяжем только средние 12 петель, по бокам убавляя по 2 петли вместе. 4 лицевые, 4 изнаночные. У нас будут постепенно убавляться петли на мысике, и мы их убавим до тех пор, пока у нас на спице вместе с кромочными будет 46 петель. Убавляем и считаем. Четыре лицевые в серединке. Я здесь принципиально не делала никакие рисунки, никакие косички. Уже как-то поднадоели косички эти все, рисуночки все. Захотелось просто мне связать, ну, просто обыкновенные простенькие тапочки. Хотя я думала перекрутить, не перекрутить, перекрутить, не перекрутить. Думаю, не буду. Не буду, и они вот такие получились. У меня вот интересный мысик такой. Таких косичек уже достаточно у нас в арсенале, поэтому я связала такие. Итак, мы убавляем. Вот мы убавили, провязывая по 2 вместе, вот убавили. И когда у нас полностью будет 46 петель, потом перейдем на вязание уже отворотика. Пока вяжем только средние 12 петель, по бокам убавляя, провязывая по 2 вместе. Итак, я провязала мысик. У меня на спице 46 петель. Последнюю петлю я убавила здесь, вот с правой стороны. И теперь лицевыми петлями я провяжу до конца ряда. Здесь уже не буду вязать изнаночные, лицевые, я все провязываю лицевыми. И по изнаночной стороне мы также провяжем
все петли лицевыми. На спице 46 петель. И мы теперь провяжем 6 рядов, вернее 3 дорожки. Вот 1, 2, 3. То есть 6 рядов мы провяжем лицевыми петлями. Но вы вяжите, может быть, вам захочется немножко повыше связать. Сейчас вяжите уже по своему усмотрению. Сколько вам нужно рядов, столько и вяжите. Я провяжу, сейчас один провязала, я сейчас провяжу второй ряд, и у меня образуется вот 1 дорожка, видите? Я провяжу сейчас сюда второй ряд и еще провяжу 4 ряда. Итак, я провязала 6 рядов сиреневой ниточкой. И дальше вяжем этот рисуночек, который мы вязали вот ниже. Сейчас 2 ряда вяжем розовой, затем зелененькой, одну провязываем, одну снимаем нить за работой. И так мы вяжем дальше. Вернитесь сюда к этому рисуночку, кто его не запомнил. И провяжем еще такой рисуночек. И потом я еще после рисуночка провязала 4 ряда этими сиреневой ниточкой. Можете чуть выше провязать. И закрыли петли. Вот и все. И потом мы сшиваем, вывернем на изнаночную сторону, ниточки заделаем и сшиваем потом по подошве и по задничку. И вот тапочек весь наш готов. Итак, я думаю, что вы дальше сами справитесь. Тем более рисуночек этот повторяется. Вы можете вернуться и посмотреть тут, как вяжется этот рисуночек. Итак, вяжем дальше самостоятельно. Ну вот такие тапочки сегодня мы связали с вами. Они очень удобные, на ножки смотрятся очень красиво, они тепленькие. Кому понравились, вяжите вместе со мной, носите с удовольствием, дарите своим знакомым, любимым, родным. Это очень хороший подарок, и они всегда пригодятся. Ну, на сегодня все, я с вами прощаюсь. До свидания, всего вам доброго и до новых встреч.